Упоминая хищных зверей, многие из нас чаще всего подразумевают волка или медведя, при этом незаслуженно забывая о рыси, которая является одним из важнейших звеньев лесной экосистемы. В этой истории главным героям довелось узнать цену преданности не только рыси, но и всех зверей в целом. Теплым июньским днем в поселок прибыла группа молодых парней на автомобиле. Включив громкую музыку, они поставили автомобиль в тени дерева и стали распивать спиртное. Конечно, местные жители пробовали успокоить нарушителей спокойствия, но все их попытки, к сожалению, не принесли желаемого результата. Но после того, как на улицу вышла молодая девушка, ситуация заметно обострилась. Поскольку девушка была хороша собой, ее появление сразу привлекло внимание разгоряченных алкоголем парней. Увидев, что красавица оставила их комплименты без внимания, молодые люди тут же предприняли попытку затащить ее в свой автомобиль. В этот самый момент произошло событие, которое впоследствии подвыпившие хамы будут вспоминать с содроганием и страхом. Дело было в том, что сразу после нападения на девушку из ближайших кустов выскочила огромная рысь, которая с яростным рычанием накинулась на обидчиков, раздавая оплеухи направо и налево. Лесная хищница довольно быстро восстановила справедливость и обратила негодяев в бегство. Никто из местных жителей не знал толком, откуда появилась эта рысь и каким образом она попала в поселок. И только внучка пожилой доярки, загадочно улыбаясь, знала, в чем было дело. А началось все это 3 года назад с того, что охотник нашел в лесу детеныша рыси, мать которого убили браконьеры. Отлично зная о том, что полуслепой старушке в поселке требуется котенок, охотник решил пойти на хитрость и продать ей рысенка. Поскольку старушка жила в одиночестве, обмануть ее для мошенника не составило большого труда. Воспользовавшись слабым зрением пожилой женщины, охотник забрал у нее последние деньги и вручил ей рысенка. Радуясь неожиданной удаче, мужчина в спешном порядке уехал в райцентр, а полуслепая старушка начала с трепетом и любовью ухаживать за своим новым питомцем. Лишь через месяц, когда к ней приехала в гости ее внучка, она узнала, что растит не котенка, а самую настоящую рысь. Внучка сразу заметила у малыша характерные кисточки на ушах и поняла, что ее бабушку обманули. Но за это время старушка так привыкла к своей питомице, что наотрез отказалась отпускать ее в лес. Ручная лесная хищница очень любила свою хозяйку и ее внучку, которые заменили ей семью. Именно эта рысь и спасла девушку от обнаглевших хулиганов, которые после изрядной дозы спиртного потянуло на подвиги. После случая с нападением слух про ручную рысь мгновенно разлетелся по деревне, превратив ее в объект внимания и любви. Сложно сказать, была ли права старушка, когда отказалась выпустить маленького детеныша в лес. Скорее всего, женщина прекрасно понимала, что без помощи человека малыш попросту погибнет в дикой природе. Конечно же, запуская цепочку добра, женщина не могла знать о том, что через какие-то 3 года эта рысь спасет ее внучку. Поэтому, совершая хороший поступок, не стоит ждать мгновенной отдачи. Вместо этого лучше сконцентрировать свое внимание на том, кому в этот момент помощь нужна больше всего. Бумеранг добра рано или поздно сам найдет своего владельца. Друзья, если вам понравилась эта удивительная история, подписывайтесь на наш канал и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. До свидания.